Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить очень вкусный и многими любимый торт «Карпатка». Торт готовится из заварного теста и крема, просто и легко. Можно сказать, это большой эклер с нежным кремом, по вкусу напоминающим сливочный пломбир. Ингредиенты рассчитаны на торт диаметром 19 см, высотой 5 см и весом килограмм 70 граммов. Давайте приготовим. Начнем с заварного крема. В кастрюлю выливаем 2 яйца. Высыпаем 120 граммов или 6 столовых ложек без верха сахара. 45 граммов или 3 столовые ложки кукурузного крахмала. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем часть молока. Перемешиваем до однородного состояния. Всего нам понадобится 400 граммов или миллилитров молока. Добавляем оставшееся молоко, перемешиваем и ставим вариться на плиту. Варим на среднем огне, постоянно помешивая лопаткой. На это может понадобиться примерно 7-8 минут. Как только масса начинает сгущаться, меняем лопатку на венчик. Постоянно перемешивая, доводим массу до кипения. Когда масса закипит, она станет густая, как пудинг. Делаем огонь минимальным и постоянно перемешивая на маленьком огне провариваем массу в течение 1-2 минут и снимаем с огня. Заварная основа готова, соберем ее со стенок. Накрываем пищевой пленкой в контакт и убираем в холодное место остывать до комнатной температуры. Пока заварная основа остывает, приготовим коржи для торта. В кастрюлю выкладываем 60 граммов сливочного масла. Для удобства я его порезала кусочками. Добавляем 75 граммов или миллилитров воды, 75 граммов или миллилитров молока, 1/4 чайной ложки соли и 1/4 чайной ложки сахара. Ставим кастрюлю на средний огонь, надо довести массу до кипения и чтобы при этом полностью разошлось сливочное масло. Помешивая, доводим массу до кипения, кипятить не надо. Когда появятся первые маленькие пузырьки, снимаем кастрюлю с огня и заварим муку. Добавляем 100 граммов или 5 столовых ложек без верха просеянной пшеничной муки и растираем. Тесто должно стать однородным, гладким и полностью отойти от стенок кастрюли. Далее возвращаем кастрюлю на маленький огонь и постоянно перемешивая тесто, подсушиваем его в течение 1-2 минут, чтобы удалить из теста лишнюю влагу. Когда на дне кастрюли начинает образовываться белый налет, достаточно. Более 2 минут подсушивать тесто не надо. Перекладываем тесто в чашу, в котором будем замешивать тесто. Далее тесто готовится достаточно быстро, поэтому не забудьте включить духовку нагреваться до 200 градусов. Перемешивая, даем тесту немного остыть. Проверить можно пальцем, палец должен чувствовать комфортную температуру. Тесто не должно быть горячим, чтобы не сварилось первое яйцо. Добавляем первое яйцо и хорошо вмешиваем в тесто. Сначала тесто расслаивается, становится скользким, но по мере того, как яйцо вмешивается, тесто становится эластичное и однородное. Я перемешиваю силиконовой лопаткой, также можно использовать деревянную ложку. Добавляем второе яйцо, перемешиваем до однородного состояния. С добавлением нового яйца тесто становится более эластичным и мягким. Добавляем последнее яйцо, перемешиваем до однородного состояния. Чистый вес одного яйца у меня составляет 50-53 грамма. Тесто медленно стекает с лопатки, в конце образуя клин. Я выпекаю в разъемной форме диаметром 19 см, но форму закрываем пергаментной бумагой, бока формы ничем закрывать и смазывать не надо. Перекладываем половину теста в форму и распределяем по дну. Ровно разравнивать не надо, тесто должно иметь бугорки и впадины, чтобы в готовом виде корж был рельефным. Убираем выпекаться в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 25-35 минут до красивого золотистого цвета. Время выпечки будет зависеть от вашей духовки. Во время выпекания первые 25 минут духовку открывать нельзя, чтобы тесто не осело. Пока готовится первый корж, оставшуюся половину теста накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник. Готовому коржу даем остыть в форме 20 минут и освобождаем от формы.
Перекладываем на решетку и оставляем остывать до комнатной температуры. Таким же образом выпекаем вторую часть теста. Если у вас есть две формы и они обе помещаются на противень, то можно выпекать два коржа сразу. Таким образом вы сэкономите время. Пока выпекаются и остывают коржи, можно доделать крем. В чашу выкладываем 140 граммов мягкого сливочного масла комнатной температуры. Добавляем 15 граммов или 3 чайные ложки ванильного сахара. Ванильный сахар можно добавлять по вкусу. Масло взбиваем на максимальных оборотах миксера примерно 2-3 минуты. Взбитое сливочное масло должно стать светлым и воздушным. Заварную основу перед тем, как соединить со взбитым сливочным маслом, надо хорошо взбить миксером. На максимальных оборотах миксера взбиваем заварную основу, она должна стать мягкой и однородной. Далее во взбитое сливочное масло будем постепенно вводить заварную основу и взбивать на максимальных оборотах миксера до однородного состояния. Добавляем ложку заварной основы и взбиваем до однородного состояния. Еще ложку, опять взбиваем до однородного состояния. Так постепенно соединяем всю заварную основу с маслом. Чтобы крем не расслаивался при взбивании, сливочное масло и заварная основа должны быть одной комнатной температуры. Вот такой нежный воздушный крем получается, при этом он отлично держит форму. Выкладываем остывший корж на тарелку. Устанавливаем разъемную форму и ацетатную пленку. Если ацетатной пленки нет, то ее можно заменить полосками, вырезанными из мешка для запекания или из пергаментной бумаги. На корж выкладываем весь крем и разравниваем. Крем накрываем вторым коржом. Накрываем торт пищевой пленкой и убираем в холодильник на 6-8 часов. Я обычно убираю на ночь. Готовый торт освобождаем от формы и пленки. Если надо, крем по краям можно выровнять при помощи силиконовой лопатки или шпателя. Для красоты торт сверху посыпаем сахарной пудрой. Торт готов, его можно подавать к столу. Торт очень вкусный, нежный, в меру сладкий. Прекрасный торт как для домашнего чаепития, так и для встречи гостей. Советую вам его приготовить. Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.